Приветствую всех! Сегодня мы отправляемся в Чатиму. Испания – это не только солнечные пляжи, вкусная паэлья и страстный фламенко. Эта страна также является настоящим сокровищем для любителей истории и средневековой архитектуры. Испания входит в число стран с наибольшим количеством средневековых замков и руин в мире. Чативо, расположенное в самом сердце валенсийского сообщества, это очаровательный город, наполненный историей, культурой и архитектурными шедеврами. Основной достопримечательностью города является замок Чативе, который возвышается над городом на скалистом холме. Эта двойная крепость, состоящая из большого и малого замков, представляет собой уникальное архитектурное сооружение. Замок был свидетелем многочисленных сражений и завоеваний от римской эпохи до мусульманского господства и христианской реконкисты. Вот такой огромный замок со своими стенами. О, это для кошечек? Какая прелесть. Ага, смотри, тут я даже не подумала, что это. Как классно. Молодцы какие. Посмотрели, что 25 минут пешком в гору и решили еще подъехать на машине. Потому что некоторые у нас в шлепках приехали. В общем, и ходить особо по солнцу на самом деле очень жарко. Уже, наверное, 30 градусов жары. И поэтому, наверное, это лучше подъехать на машине. Вон некоторые на велике приезжают. Вон на велике едет. На велике классно, наверное, сюда. Классно на велике подниматься в такую гору. Да. No está tan empinado. Ай, Артур. Пешком плохо, а на велике, пожалуйста. На велике всегда. Можно приехать на паровозике. Por ahí, pero andando. Esto no podemos ir porque esto es andando. Ой, это классно, потому что здесь не только написано, но и нарисовано, что это где. Porque piensa, esto es para abajo, mira, toda esta ruta es por donde había como un caminito que eran escaleras de piedra. И вот, пожалуйста, остановочка, можно приехать на поездике туристическом. Они, кстати, недорогие. Este restaurancito nunca está abierto, no sé por qué. Hola. Izquierda, Castillo Menor, es media hora. Perfecto. Gracias. Покажи карту. Тoma. Есть на английском, да? На английском и Да, на есть. испанском. Туалетики. Yo no te creo. Тут, Артур, тут puerta какая-то de socorro. Gate of Socorro. Я так понимаю, что это сюда выбегали из этих апартаментов, когда на них нападали. Я думаю, что, скорее всего, это... Да, это типа черный вход, черный выход.
Огромная дверь, обожаю такие двери. Мгм. Прикольно. Да, это явно был черный выход. Ты не сможешь это hierro a tope. Сейчас обратно? Куропатка? Бобовые. Очень тяжело. Прям очень. Носить это было, наверное, тяжело. Хищники, конечно же. У нас церковь. Вау. Гранаты. Че? Гранаты? Они маленькие, конечно, их есть нельзя, но они для декорации скорее. Дорадор. По идее, здесь молились. Я так понимаю, что когда это принадлежал замок Маврам, вот это вот сооружение, не знаю, где оно видно, на самом деле, да, вот оно видно. Внизу кругленькое, это было холодильник. Вот там такая дверь. А, и вообще туда можно зайти, потому что там висит еще какие-то фотографии. Только непонятно, как туда зайти. Может быть, с какой-то экскурсией можно. Вход. Холодильник. А само что, фри? Холодно, говорит там. Закрыто, правда? Точно холодно. Вот такой проход узкий. Действительно холодом прямо веет.
В замке есть одна интересная особенность, которая привлекает внимание. Это его древние водные резервуары. Они очень большие. Сколько литров, Артур, ты говорил? De 30 metros cuadrados. 30 квадратных метров. Внутри, да, я так понимаю? Вот здесь в старину хранили воду. Старинное водохранилище. Эти подземные резервуары были построены в мусульманский период и служили для сбора и хранения дождевой воды. Особенно интересен тот факт, что система водоснабжения была спроектирована с удивительной инженерной точностью. Вода собиралась с крыш и различных частей крепости и направлялась в подземные цистерны через сеть каналов и акведуков. Благодаря этой системе замок Чатевы мог выдерживать длительные осады, так как у него всегда был запас пресной воды. Эти резервуары до сих пор хорошо сохранились и дают представление о том, как мусульманские инженеры использовали природные ресурсы для создания эффективных систем водоснабжения. Снимай, как Брайан слезает. A ver, baja, baja. Baja, baja tú. Va. Si te caes tenemos vídeo gracioso. Вот такие мы беспощадные. Мне ждет та же участь. Я другую технику буду использовать. Это чай после тебя. Sí. No son muy adecuadas. Creo que es la tercera puerta. Третья дверь в замок. То есть надо было пройти три двери, чтобы добраться, да? 3 входа. Вот такие огромные двери. Graffiti. Ah, es esto. Граффити исламикос. Исламские граффити сохранились. Потом мы туда пойдем. А тут у нас Капелла де Санта-Мария. Как ты называешь этих марокканцев? Не марокканцев, а исламцев? Нет, как ты по-другому сказал. Арабы. Арабы. А вот это уже католики. Да, и вот такие знаменитые потолки. Кстати, потолки, между прочим, они не католические, а именно исламские, арабские. Что тут такое? Салют!
Дверь, которой не... Четвертая дверь, которой нет. Ну, так понимаю, что она здесь была. То есть это только не 3 даже нужно было пройти двери, а 4, чтобы попасть. Вот так надо делать, вот так. Чтобы столько лет спустя оно еще все находилось на своем месте. Vale, tú sabes qué es esto. Aquí está Emile. Prisión. Ah, тюрьма. Prison. Бля, prison. Идемте в тюрьму. Pone que hay luz, ¿eh? Вот написано, что свет где-то есть. Где-то, значит, есть. Вот они что имели в виду со светом, да? Иначе это было бы очень темно. Вот тут гнили. Бандиты. И не только. Enemigos. Как будет? Я даже не знаю на русском уже. Враги, противники, да. Интересно, вот этот пол оригинальный? Один из самых известных узников замка Чативе – это граф Урхель, который был заключен в тюрьму после поражения в борьбе за трон. Его заключение стало символом политической интриги и борьбы за власть в Испании. Колодец, я так понимаю. Ну вот, наверное, вот здесь он закрыт, но... Да, там колодец, 100%. Говорят, что есть водичка, надо пойти посмотреть. ¿Dónde? ¿Dentro? Oh. А, еще колодец. Точно есть? Ну, совсем чуть-чуть. La pared es original. La columna esa. Sí, la columna es súper bonita. Torre de campana. Здесь где-то колокол должен быть. Туда можно подниматься. Интересно. Страшновато, однако. ¿Quieres venir? Con cuidado. Llevas el años. Y aquí te caes y caput. Ой, тут вот как мне. Ой, господи. Тяжеловатенько. Страшновато, между прочим. У кого головокружение, лучше не лезть сюда, конечно. О боже, страшно. Фу, лучше бы я не поворачивала. Честно, страшно. Особенно, когда поворачиваешься. Ну, наверное, те, кто не боится высоты, нормально, но вот это вот так вот выглядит довольно страшно. Мне даже руки трясутся.
Вообще я боюсь очень высоты. Жди меня! Ну все, уже здесь все видно, что лестница и не обрыв, то нормально. Там просто такое ощущение, что обрыв. Обманывает мозг. Поползли. Ползу. Ползу вниз. Пошли пить пиво. Чтобы продолжить наше путешествие, нужно было обязательно сделать перекур. Пиво с лимоном. Пиво с лимоном здесь очень любят в жару. Ну или просто пиво. Давай покажи просто пиво. No entiende. Красивый цвет. Пиво здесь вкусное. Ну, херес. Пиво здесь очень вкусное в Испании. Салют, Артур. Салют. В замке Чативы есть относительно новое здание, которое выделяется на фоне древних стен и башен. Это Casa del Gobernador, дом губернатора. Самая новая постройка в комплексе замка. Хотя она не является современной в традиционном смысле, это здание значительно новее, чем большинство других частей крепости. Дом губернатора был построен в XVIII веке. Это здание служило резиденцией для губернатора замка и его семьи, а также выполняло административные функции, связанные с управлением крепостью. С домом губернатора связана легенда. В XVIII веке здесь жила молодая женщина, которая была дочерью одного из губернаторов. Она была известна своей красотой и добротой, но ее жизнь оказалась короткой и трагической. По легенде, девушка влюбилась в молодого офицера, служившего в гарнизоне замка. Отец девушки был категорически против их отношений, и молодого человека заключили в темницу замка. А вскоре после этого пришло известие о его смерти при таинственных обстоятельствах. Узнав о смерти своего возлюбленного, девушка замкнулась в своей комнате. Она перестала есть и пить, и ее здоровье быстро ухудшилось. Через несколько недель ее нашли мертвой в комнате, и с тех пор, как утверждают местные жители, ее дух не может найти покоя. Люди, которые посещали дом губернатора поздним вечером, рассказывали, что слышали тихий плач и шорох шагов в пустых коридорах. Некоторые утверждают, что видели женскую фигуру в белом, стоящую у окна. Правда, мы никакого постороннего присутствия в доме не ощутили. Водичка. Это классная вещь. Написано, что можно лепить, что набираем бутылочки. Ой, не могу. Ой, я, наверное, должна. Артур, наливай твою, пока она открыта. Ya, no se llama. Котов преследует. Y no pude grabar cómo está subiendo por el gato. Se le escapó el gato. А вот, кстати, лаванда. Это же лаванда, правда? Да. Такая большая, красивая, вкусно пахнет. А, и тут надо стикет опять. Билетик. Они не работают. А, работают. No va bien. Ahora sí va bien. Ай, вторая часть.
Наверное, мы зря сели, потому что мне теперь нет никакого желания. No. Ничего, быстро пойдемся. Ай. Та-там. Тяжко мне. Самая молодая. В XIX веке во время войны за независимость Испании замок стал ареной сражений. Замок также сыграл важную роль в XX веке, особенно во время гражданской войны в Испании. Он использовался как убежище от воздушных налетов. Туалетики. Siéntate. Какой-то белый домик. Вот мы спустились к домику этому белому. Домику. Тут целое здание огромное. Посмотрим, что это там написано. Может, монастырь? Похоже на монастырь. Сан-Фелио. Церковь. О, какая красота. Церковь Святого Филиппа. Изначально церковь была связана с орденом Святого Филиппа Нери, основанным святым в XVI веке. Этот орден сосредоточился на образовании и помощи бедным. Церковь является замечательным примером валлисийского барокко. Она является важным центром для местных религиозных празднований. Вот так прошел наш визит в замок Чативе. У нас на все ушло примерно 4 часа. Кто был в Испании, вероятно, обратил внимание, что улицы старинных центров Испании часто очень узкие. Вот несколько тому причин. В прошлом безопасность была главной заботой. Узкие улицы затрудняли доступ для захватчиков и позволяли защитникам города использовать свои знания местности в своих интересах. Кроме того, высокие и близко расположенные здания могли обеспечить определенную защиту. Узкие улицы помогают создавать тень и уменьшают воздействие солнечного света в самые жаркие месяцы. В периоды городской экспансии города часто росли с ограниченными ресурсами и строились более компактно. Это привело к созданию более узких улиц для максимального использования доступных пространств. Конечно же, после такого путешествия мы сильно проголодались, но во многих городах Испании к 5 часам кухня в испанских ресторанах закрывается на перерыв, и поесть проблематично. Как и следовало ожидать, в этом симпатичном ресторанчике нам отказали в еде. Мы обошли еще несколько ресторанов, и у всех кухня оказалась закрыта до 7 вечера, так что пришлось перекусить в кафе. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал. Этим вы поможете продвижению этого канала. Ставьте лайки и комментируйте видео. И напоследок, недалеко от Чативе находится королевский монастырь Сан-Херонимо-де-Котальба, где был снят фильм «Сестра смерть» режиссера Пако Пласа. Фильм можно посмотреть на Netflix. Всем замечательных путешествий!